Ну что, Леша, какой крас выиграет? Выиграет Шишига. Привет всем, друзья! Вы на канале Custom Truck. Сегодня, наконец-то, у нас крас 255. Но он не один, как вы уже поняли по названию этого ролика. Он сегодня сразится вместе с 260. Я не готов назвать это сражением, но очень интересно, как эти машины вот вместе будут вести себя. Вы давно просили, чтобы мы попытались что-то снять интересное с кразом. И в этот раз вот Миша тоже уже 2 месяца, наверное, просит меня покататься на кразе. И мы вот все-таки решили организовать такую встречу. Ну и приятного просмотра. Мы начинаем веселиться. Обратите внимание, друзья, что мы спускаем шины. Мы спускаем шины. И, кстати, у нас кразы получается прям на одинаковых колесах. Но это очень интересно, потому что прям близкое сравнение. У нас одинаковые кузова. У нас одинаковые колеса, но разные возможности. Так что за Диму ставим лайк. Огромное ему спасибо, что он к нам приехал в гости. Ну еще раз попрошу вас поддержать его лайком. Задние, если в пустом кразе спустить, даже в ноль, они формы не теряют. Уже убеждался в этом, когда у меня остались на несколько суток открыты шинные краны. Передняя сплюснула, а задняя вот форма была точно такая же. Леш, ты спустил колеса? Да. Прям в плюшки? Надо плюшки. Как выглядят машины внутри. У нас крас в очень хорошем состоянии, но у Димы он тоже очень хороший. Такую машину найти крайне тяжело, потому что прям смотришь, когда все заводское, вот это не сравнится ни с каким восстановлением никогда. Вот это качество советских деталей, оно прям просматривается у обеих машин. Когда ты заползаешь в салон, ощущение прям обалденнейшее, потому что вот этот запах специфический. Каждая машина советская пахнет по-своему. Если ГАЗ-66, у него свой запах, КамАЗ свой, Урал свой, у Краза тоже свой специфический запах. Вы наверняка знаете отличия в этих автомобилях. КРАЗ 260, он имеет гораздо мощнее двигатель, он имеет совсем другую трансмиссию, у него коробка с делителем. Ну а 255 это обычная атмосферная восьмерочка ЯМЗ-238 с обычной коробкой. И самое главное, что есть в 260-м, в 2 задних мостах у него есть межколесные блокировки. Это очень важно. Ну а в нашем, к сожалению, нету. Не знаю, почему инженеры это не практиковали, хотя машины 1 года выпуска почти там. Но вот почему-то инженеры так решили, что не стоит. И прямо сейчас остановите видео, поставьте лайк и напишите комментарий, кто будет лучше себя показывать на бездорожье. Первое препятствие, которое мы хотим попробовать, оно прям такое болотистое. Но, естественно, мы сейчас загоним мочку, нашу шишигу, и проверим там почву. Если там относительно нормально, то попробуем проехать на кразах. Ох, нормально. Шишига почти не провалилась, поэтому я думаю, мы можем смело попробовать на кразе. Заодно вот как раз сравним по следам шишиги, как поедет краз. Ну, КРАЗ очень хорошо себя показал, если честно, я немного переживал, но он провалился практически как ГАЗ-66. Это, конечно, немножко удивило. Сейчас попробуем на 260-м. Дима подспускает еще шины, читерит, короче. Ну, блин, этот запуск, класс. Причем мощности, естественно, от шишиги, чтобы выехать, прям Леша так чуть-чуть подгазовывал, а Кразюка на холостых ему вообще пофиг. Вы знаете, 260-й продавил колею такую порядочную. Ну, может быть, это связано с тем, что Дима чуть тут притопил побыстрее. Ну, блин, прям ощущалось, что он так глубже садится. На заднем фоне, друзья, мотоблок. Приехал, возможно, наш подписчик, наверное, хотел здесь зарубиться, а потом заметил 3 таких монстров бездорожья и убежал куда-то.
Друзья, не пойму, что происходит. Мы здесь никогда не проезжали. Ну вот, все высохло. На самом деле, мы здесь сидели и на Урале, и на КамАЗе, а сейчас вот ездят все наши тачки. Показала себя очень классно. Здесь на самом деле большой подъем достаточно. Но и сейчас попробуем на Кразевиче, что покажет нам монстр бездорожья. Что мне очень понравилось на 255-м, ну здесь, чтобы вы понимали, наверное, метра два перепад. Едешь, просто едешь вот так, оп, и все, он ну прям не чувствует. Ну он здесь подбуксовывал уже, обрати внимание. Ну это задней телегой, наверное. Да, ну вот там уже чуть болотина такая начинается. Сейчас у 260-го там будут проблемы, я уверен. Мы на это очень надеемся. Да, Миша на это очень сильно надеется, а Дима ведет подготовительное мероприятие. Решили снять защиты галогенок, чтобы их не отломать. Дима, у тебя там столько много вещей, ты до Америки доедешь, чувствую, Его на нем. можно в пути разобрать и собрать по новости с моим комплектом инструмента. Реально, там весь штатный комплект и плюс нештатный. Я смотрю, у тебя есть в кузове топор. ящики.
Это штатный инструмент, кувалда, можно посмотреть, гламурная с лакированной, лопата, пила двуручная, как ты помнишь. Да, да. Да, и еще плюс 2 ящика в кузове. Все шланги всех диаметров и так далее. Просто так пустыми мы не ездим. Я нашел главный инструмент для ремонта этого автомобиля. Кувалда восстановленная, покрашенная лаком. Диме, конечно, огромный респект, друзья. Как я и в начале видео вас просил, ну поставьте вы ему лайк. Он просто за эту машину очень сильно переживает и бережет. Блин, но намесили мы здесь нормально на самом деле. Но вы видите, Краза вытягивает просто тросиком. Ух! Два монстра бездорожья тяжелющих. Спасают друг друга без проблем, естественно. Ну, сейчас мы поедем еще на другую локацию. Возможно, там будет тоже что-то поинтереснее. Но, к сожалению, болото, вот видите, 3 раза проехали, и уже ехать невозможно в следующий раз. Вот оно такое. Ну, Леша не удержался, говорит, я сейчас здесь на шишиге проеду. Ну, посмотрим. Вон он уже набирает обороты. Ты не попал в колею. Готов? Давай, поехали. Подожди, какой поехать? Дим, сними. В разрез шишига проезжает, а по следам Краза совсем не хочется ей ехать, садиться сразу. Миша довольный как слон на Кразе. Миша, сколько ты мне? Месяца 2, наверное, дурил голову хочу. Может больше даже. Может даже и больше. Ну, с зимы точно.
Ну, Это наконец-то. ко мне приезжал в ад, когда вот это вот Ага. запускали. С зимы. Да. Наконец-то мы собрались вместе. Классно все. Сейчас съездим в заброшенную деревню. Там тоже поиспытываем наши тачки и будем отправляться на базу. Но как раз здесь не проедет. Проедет ходом. Сейчас будем пробовать. Леша! Давай в сторонку, сейчас на кразе попробуем. Друзья, но здесь такая коварная лужица достаточно. Сейчас попробуем на Кразевиче здесь прям так проехать. Будет интересно, мне кажется. Видите, Крас справляется с этим препятствием тоже на ура. Уже здесь достаточно большая колея, но тем не менее подсохла. К сожалению, подсохла. После Краза в колею нельзя ехать. Проверено временем. Леша решил повеселиться и засадил шишигу. После Краза ехать в колею на шишиге — это так себе затея. Не надо, зачем? Зачем? Шига доказала. Шишига сила. Это доказано временем, но ходом и свинья рысак. Да? Не, с горы и свинья рысак. Спасаем лягушек, потому что все-таки природа — это очень важно. Надеюсь, Грета Тунберг нас простит за то, что мы вскапываем дерн. Друзья, ну ходим, ищем, если честно, препятствия какие-то, но, к сожалению, высохло все. Вот хоть ты тресни, блин. Куда-то ехать дальше у нас уже нету времени. Но сейчас попробуем вот здесь. Мы нашли местечко такое с камышами. Возможно, что-то будет интересно. Изначально, в принципе, наша была задача не сильно здесь садить кразы или еще как-то, а пообщаться, покататься, ну, повеселиться, можно так сказать. Я не назову это испытаниями, какими-то сравнениями, но в любом случае интересно. Первая едет по камышам шишига.
хорошее препятствие. А назад почему? Крас за счет мощности мотора, блин, просто крас ракета. Ну что ты думаешь, Дима, пройдешь здесь на 260-м? Ну, уже, я думаю, вряд ли. Ну давай чуть-чуть возьми еще правей. Давай? Не в эту колею, а правее чуть-чуть, вот, в разрез. Да. На оборотиках, я думаю, пройдешь. О, есть! Красиво шел. Не, ну шел красиво, но тут Сейчас навалился конкретно. Вообще, на 5 сантиметров. Сейчас свет тянет. У нас будет только один шанс. Да, наверное, не стоит. Давай, давай. Давай. Стой. Не рулюй, просто прямо накатай себе, взад-вперед, взад-вперед. Не, вперед, вперед. Просто накатай. Хорош? Давай. Хорош? Какой-то пошел уже экшен, блин. Давай больше пробуй вперед. Хорош, а теперь максимально. Все, цепляем шишигой. Бабка за репку, блин, детка за Светку, короче, у нас получается. Но сели уже почти 2 краза, и мне эта ситуация вообще не нравится. Ну, все нормально, шишига на сухом. Как всегда спасает, блин, в этот раз уже 2 краза.
Ну вот, как обычно, Шишига спасла Крозюку, но у него весь мост забит, вся тяга забита землей. Сейчас там нужно что-то чистить и думать, как-то нам извлечь этого мастодонта, блин. Ну вот, друзья, сейчас попробуем вторая попытка Крозюкой вытащить Крозюку. Ну, Миша, тебе нравится, я смотрю, гонять на кразе, да? О, мокрый лоб, это положено. Ну, так это нормально для краза. Не, хорошо, что... Еще хорошо, что у тебя руки чистые. Так накрасишь. На ракете? Да. Что ли? Слушай, надо, чтобы Дима уже буксовал, а ты, наверное, Ну, останься, чтобы я видел, Что? да. Не будем кричать. А, не можешь открутить? Массаж. Дай буксує! Все, нету троса, подожди. Этот треснул. Этот? Да. Юрий Не стрел. выдержал, струк петлю от старости. Так, Дим, стой, Дим. Я включаю мушку. Разовский барабан раскручиваю. О, блядь. Может, ты предупреждаешь, что ты падаешь. Я не падаю, я буксую. Хорошо тут удивительно, с таким-то конем. Видишь, когда у Димы все там разработано как надо. А где тормоза? Ты на тормозах? Качни пару раз. Побуксуй! Первую передачу! Давай. Давай. Скажи ему, чтобы не тянул. Не. Канатоходец. Раз, два. Чуть не упал. Ну, 20 сантиметров я прошел. Закапываем второй якорь. Хорош! Все, держи ее в натяжку. Миша, садись. Ну, мероприятие у нас очень веселое. Вот такое сегодня у нас мероприятие. Так, ну все. Крозюка пошел, наконец-то, блин. Лебедка сила. Стой, Дима! Он тут не возьмет, видишь, он так вешает, на мостах все равно. Надо протягивать те машины дальше. Видишь, 66 взялся, как пошел сразу. Копался чуть-чуть, правильно?
дай мне трос, я его вычеркну. Нет, ты включи на размотку, я его ставлю. Так, Разюка забуксовал. Ну я смотрю, пацанам уже весело. Лучший краз это шишига. Что бы мы делали без нее? Там шишига, здесь Кразюка. Ну, надеюсь, мы сейчас вытянем этого бегемота, блин. Ну все, здесь финишная прямая. Сейчас, я думаю, еще одна протяжечка тросом и еще будет все. Подожди, Стой, он подожди. уступил. Не, ничего не делай. Пошел, пошел. Ну все, друзья, повеселились мы от души. Оводней покормили, они все счастливы. Ну и по сути все, я думаю, тоже уже кайфанули, потому что тягать два краза это всегда тяжело. Шестой. Тросы, да, это все нагрузки серьезные. Ну и время, в принципе, уже у нас маловато. Сейчас мы отправляемся на базу. Там нас ждет шашлычок, естественно, ну, общение и тому подобные вещи. Так что пишите, понравилась ли вам такая движуха. Конечно, хотелось бы больше экшена, какой-то там грязи, брызгов, но, к сожалению, нету. Но физически мы, конечно, нормальненько так повеселились. Все, выдвигаемся на базу. Друзья, мы на 260-м. Будем возвращаться домой на нем. Но здесь состояние, я просто балдею от этой машинки. Надо как-то у него забирать ее. Но он не отдаст. Он не отдаст. Эта машина всей его жизни. Кондиционер выключим пока что. Люк налетел. Это прям тачка, ой, как он мягко едет.
Ну все, мы прибыли на базу, все прошло без приключений, никто не сломался. Но в целом все очень классно. Сейчас будем распаливать мангал. Короче, думали распаливать мангал, но Миша заметил АТС и сказал: не хочу кушать, хочу на АТСе. Так что сейчас мы прокатимся на АТСке, погоняем здесь, он кайфанет. Друзья, ну это что-то с чем-то. АТС очень похож по управлению на мой бат. Вернее, можно сказать даже то же самое, что бат. Легенький, маневренный, вопросов нету. Я думаю, Димка его сделает, будет как ракета. Хорошая техника. Обожаю эту технику. Так, что у нас тут? А у нас тут шашлычок. Основную массу уже жарим. Галя нам подготовила здесь, такую вкусную курочку. Холодильничек работает, все супер. Так что сейчас будет мяско. Что ты там делаешь? Снимаешь процесс? Шпионим. А? Шпионим. Правильно. Это дело хорошее. Как говорится, любишь кататься, люби и катайся, правильно? Это правильно. Это с собойчика, да? О, спасибо. Пакетик вернет. Так, ну пошли, проведем тебя, да, стартуй. Все, Всем счастливо спасибо доехать. за компанию, за приятное времяпрепровождение. Было очень все интересно, здорово. Там счастливо оставаться. И Давай, скоро качай встречи. воздух. Тоже не сходит новая тачка. Друзья, но батарея садится в Соньке, я вижу. Дима этого не видит, но я вижу. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия. Кайфанули все, признаюсь вам честно. Сейчас мы еще продолжим чуть-чуть веселиться, ну а вам спасибо, что были с нами. Только хороших людей, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока! Ух, ракета!